Привет, это Salesmania. Узнай что-то новое, подпишись, расшарь и лайкни. Теоретиков очень много. Кого не ткни, тот прям гуру продаж, читает лекции. Ладно, мы вам сейчас дадим примеры из практики, как поднимать продажи, сделая простой анализ, выкачанный из продаж, как определить точки роста, зоны роста. Поэтому только из практики расскажу, как было сделано в Болгарии, лично мной. Будет интересно, такого вы нигде не подчерпнете. Пожалуйста, посмотрите. Итак, перед вами база, выкачанная из учетной программы дистрибьюторов Болгарии. Я вам тут хочу показать на практике. Это реальная база, реальные продажи. Как должны номиноваться или что должны содержать колонки для построения сводных таблиц, чтобы супервайзер, территориальный менеджер, региональный sales менеджер, key account менеджер или региональные директора могли получать информацию для оценки нумерической дистрибуции, качественной, количественной по среднему ассортименту. Это необходимо будет для того, чтобы сделать выводы по насыщенности территории продуктом, определении резервов и точек роста. Тогда можно выстраивать тактические и стратегические пути развития продаж и увеличения объемов продаж. Что необходимо иметь вам для определения просадок и объемов продаж в том либо ином сегменте вашего продукта? Первое. У вас должен быть обязательно пронумерован каждый торговый объект на территории. Вот здесь вот вы видите, все объекты пронумерованы. Дальше. Нам нужно понимать, какой фирме принадлежит этот объект. Понятно, что если это мелкий торговый пункт, то это какой-то отдельный индивидуальный предприниматель. Но бывают и большие юридические лица, которые имеют несколько объектов. Дальше сегментация по АБЦ-анализу и по приоритетности на территории того либо иного клиента и объекта. Название объекта. Понятно, что не всегда торговый объект имеет название юридическое. Он может называться каким-то отдельным именем. Дальше необходимо видеть, какой торговый представитель отгружал этот объект. Торговый канал, традиционная розница, национальный ключевой клиент и локальный ключевой клиент. Национальный ключевой клиент – это те торговые объекты, принадлежащие одному юридическому лицу, которые распространены на территории всей страны. Локальный – это сетевое образование, которое расположено в какой-то определенной области, и его объекты не расположены в других районах и регионах и областях страны, за которую вы отвечаете. Дальше. Есть объекты и клиенты, которые относятся к ключевой рознице. Как правило, за ключевую розницу отвечают определенные менеджеры. Поэтому здесь вот у меня на территории Болгарии было два направления и два ключевых менеджера, которые отвечали за определенные объекты. Есть региональные сейлс-менеджеры. Страна поделена на 4 части. И понятно, что за эти части несут ответственность определенные региональные сейлс-менеджеры. Дальше специфика канала поставок. Это, так как у меня была медицинская техника, соответственно, эти розничные объекты были сегментированы по следующему принципу. Это аптеки, больничные заведения, внутренний клиент, детский магазин, и так далее. Торговец на ядро – это оптовик. Какая оплата производится за продукцию? Это наличными деньгами, либо банковскими переводами. Следующее. Номер фактуры обязательно нужен. Каждая фактура имеет свой уникальный номер. Месяц, в котором отгружался фактура, год, в котором отгружался фактура, дата фактуры, когда была произведена отгрузка, сумма с НДС, оплачена фактура либо или нет, потому что бывает, мы отмечаем оплаты частичные. Допустим, вам клиент должен 1000 рублей, а он вам заплатил 500. Соответственно, здесь будет отмечаться факт оплаты за эту поставку частично. Индивидуальный номер налогоплательщика вашего клиента. Код продукта. Здесь может быть либо уникальный артикул, либо баркод. Наименование SKU. Сколько штук было отгружено. Базовая цена за это SKU.
Стоимость. В стоимости вы видите здесь базовая цена за одну штуку, а здесь стоимость это цена одной штуки умноженная на 2. Получается у нас стоимость отгрузки. Дальше процент скидки, если есть, если была проведена скидка. Стоимость сделки. Дальше стоимость сделки с НДС, добавлен НДС. Себестоимость, безусловно, мы отмечаем, потому что сколько нам стоит продукт. Ниже себестоимости бывает отгружается продукт дешевле. Ну вот, к примеру, вот себестоимость 29,94, а мы его отгрузили по базовой цене по 26. Соответственно, у вас меньше себестоимость. Это важно, потому что ниже себестоимость мы отслеживаем тех клиентов и тот продукт, который ушел на этих клиентов, когда выполняем некие политические инвестиции. Есть два вида инвестиций в развитие региона. Экономические и политические. Экономические, когда считается доходность, когда считается там ROI и так далее. А политические инвестиции, там тоже считаются все эти показатели, но они идут всегда ниже себестоимости. То есть мы вкладываем в территорию, не скупясь на цену, держим там доминирование и, соответственно, приучаем наших клиентов к присутствию этого бренда на территории. Потом цена доставки, если для нас это актуально. Потом бренд, который мы туда распределяли. Видите, это все бренды, которые мы имели. Категория товара, подкатегория товара, город, куда была совершена отгрузка, в какой торговый объект, и адрес этого торгового объекта. Ну и в конце примечания. Вот в принципе вот эти все колонки, которые я назвал, достаточны для вас, чтобы сделать более-менее емкий анализ территории и как был развит продукт. Соответственно, здесь, если мы нажмем, вы видите 34 показателя. Вот эти 34 показателя вам абсолютно хватит, чтобы поднять продажи и увидеть, какой сегмент товара требует развития на этой территории. Развивать дистрибутора в Болгарии в сегменте медицинская техника. Меня пригласили в конце 2016 года. Я приехал в Болгарию в начале 17-го, соответственно, сразу погрузился в анализ, и вам советую сделать то же самое, когда вы хотите развить ту либо иную территорию. Нужно взять аналитику продаж. Вот те самые 34 параметра выкачки по вашим продажам из учетной программы вашего дистрибутора. Создал я сводную таблицу, чтобы посмотреть, какие категории товара продаются больше всего. Каким образом это было сделано? Встаете на любое место заполненных данных, нажимаете «Вставка», «Сводная таблица», добавить эти данные в модель данных и нажимаете кнопку «Ок». У вас создался конструктор, заготовка для построения сводных таблиц. Что нас в первую очередь интересует? В первую очередь нас интересуют категории товара. Вот берем категорию, переносим в поле строки с правой стороны. Вот здесь у нас отобразились все категории, которые мы замеряем в наших продажах. Дальше мы хотим знать каждый месяц, какие были продажи. Соответственно, столбцы мы несем поле месяц. И, ну и сверху можем доставить год. Мы видим, что у нас отобразилось 16 год, 1, 2, 3 и так далее месяц. И нас интересует в штуках продажи. Берем штуки, перетягиваем в область значения. Давайте еще разрядность добавим для наглядности, чтобы было удобно смотреть. Убираем нули. Мы видим теперь по каждой категории, каждый месяц, сколько было отгружено штук. Чтобы нам сразу было видно больше всего, что продалось за год, мы, используя поле сортировка, по убыванию. Соответственно, у нас максимальные продажи были термометров за целый год, аппаратов для давления на втором месте и далее по нисходящей. Замечательно. То есть я увидел в штуках валообразующую
категорию товара. Это термометры и аппараты для давления. Ну и на третьем месте тест-ленты. Вот эти три позиции дают нам самый большой оборот. Хорошо. Теперь, чтобы узнать, как и сколько в рублях продавалось, вернее не в рублях, а в денежной массе, мы можем спокойно эту табличку копировать и рядышком вставить. И, используя тот же самый аналогичный инструмент, правой мышкой показать список полей, мы меняем штуки на деньги. Штуки убрали, ищем деньги, сумма с НДС, перетягиваем в это поле. Соответственно, теперь мы видим две таблицы, которые похожи друг на друга, но питаются каждая своими данными. Одна питается штуками, вторая питается денежной массой. Опять-таки, чтобы нам было удобно смотреть по убыванию, мы становимся на колонку «Общий итог» и сортируем ее по убыванию. Все. Мы видим, что аппараты давления дали нам больше всего денег. На втором месте опять термометры. Ага, тогда мне стало интересно. Если мы видим, что термометры в штуках дали больше всего, ну понятно, аппарат давления в денежной массе дал больше всего, потому что это дорогой товар. Термометры это как семечки. Но, что самое интересное, эти семечки по второму месту дали нам в денежной массе. И это замечательно. И вот тут нужно нам было отследить по клиентской базе, сколько клиентов у нас покупает термометры и сколько клиентов у нас покупает аппараты для давления. Это второй шаг в определении вектора развития продаж. Сколько кто чего берет. Потому что в идеале должно быть следующим. Дистрибуция и аппаратов для давления, и термометров должна быть в принципе одинаковая. Но по термометрам должна быть, наверное, дистрибуция нумерическая по количеству клиентов больше, потому что более дешевый оборотистый продукт легче продать большему количеству клиентов. Давайте посмотрим, как же было на самом деле. Чем хороши сводные таблицы, это тем, что они, имея свойства конструктора, могут выдавать ту либо иную информацию в нужном для вас разрезе. Вот теперь на примере я вам покажу, как посмотреть по клиентам, куда, сколько клиентов получили тот либо иной продукт. Там термометры, либо аппараты для замера давления. Нам в данном случае хватит одной этой таблички, потому что мы будем смотреть клиентскую базу. Поэтому я сейчас увеличу для лучшего обзора вам эту таблицу. И что мы делаем? Мы становимся опять на любое поле, берем «Показать список полей». Вот список полей показали нам. Мы убираем штуки, нам теперь штуки не нужны. Нам теперь нужно посмотреть, сколько клиентов каждый месяц отгружало аппаратами для давления, глюкометрами, ингаляторами, ортопедичными товарами, термометрами, тест-лентами для диабета и так далее. Что мы делаем? Ведь у нас каждый торговый объект имеет уникальный номер. Если я в поле значений перетащу номера объекта, то должны отобразиться количество объектов. Беру номер объекта, перетягиваю в значение. Вау, посмотрите, здесь абракадабра получилось. Но не пугайтесь, это все нормально. Нам просто нужно ячейку в этих полях поменять на уникальные значения, потому что нас интересует уникальный каждый объект разного номера. Для этого мы берем правой мышкой, идем на параметры значений полей. И в самом низу, вот здесь увидите, здесь есть число разных элементов. Нажимаю. У меня, как вы видите, данные преобразились в количество уникальных объектов. 402 торговых объекта получила в январе месяце аппараты для давления. Теперь я должен сортировать общий итог по нисходящим, чтобы наверху нам было видно ту категорию товара, которая получила больше всех клиентов. Формирую по убыванию. И вот тут вот как раз, когда я этот первый раз отчет сделал, я и удивился, что получается аппараты давления каждый месяц получало больше торговых объектов, чем термометры. Это удивительно.
И это было открытие, что получается, аппараты для давления, которые стоили по 250 левов, там, по 100 евро, получало в 2 раза больше клиентов, чем термометры. Хотя в штуках термометров продавалось больше. Получается, что если я увеличу количество объектов, которым я продам термометры, соответственно, я и подтяну продажи термометров в денежной массе. То есть здесь у меня термометров я продам еще больше, потому что я увеличу количество отгружаемых объектов. Вот мы определили зоны роста или точки роста. Без анализа вы не сможете сделать выводы и наметить то, куда нужно двигаться и что развивать. Поэтому это очень важно. В данном случае мы поняли, что нам необходимо развивать нумерическую дистрибуцию по направлению термометры или градусники, потому что объектов на территории очень мало, которые отгружаются по данному дешевому сегменту товара. Вот у нас территория, страна, количество объектов, которым отгрузили аппараты для измерения артериального давления, намного больше. А торговые объекты с термометрами намного меньше. Соответственно, наша задача, чтобы в остальные объекты попадал этот продукт. И для этого нам поможет правило 3D. Дистрибуция, дисплей, доминирование. Это универсальное правило дистрибуции, которое позволяет нам развивать продажи, поднимать объемы продаж. Соответственно, если у нас в торговом объекте соблюдены все 3D, у нас продукт будет продаваться максимально хорошо. По термометрам сразу скажу, что производителей мировых очень много. Все их производят. Зайдите достаточно в аптеку и посмотрите, сколько видов градусников электронных вы найдете. Но термометры и градусники, они лежали где-то там в ящичке. И покупатель подходил, покупал таблетки, покупал рецепты, покупал или еще что-то в аптеке. И когда он вспоминал о термометре, он как бы просил его купить. Что произошло в моем случае? Мы начали развивать вот эти вот 3D. Первое. Дистрибуция. Это нужно, чтобы продукт попал в саму торговую точку. Вторая D. Тут внимание. Нужно, чтобы этот продукт был размещен на дисплее. И вот тут-то, только при разработке второй D, я придумал вот такой дисплей, который вы сейчас видите. Его мы назвали в Болгарии слынце, то есть солнце, потому что он по форме своей, видите, похож на солнышко. Мы туда напихали самих градусников. И, соответственно, была задача поставлена торговым представителям разместить в каждом торговом объекте в ход-зоне, так называемой, которая находится возле кассового аппарата, эти дисплеи слынца. И, соответственно, тогда у нас что получается? Выполнение второго D. А третье D, доминирование, мы его разместили возле кассы, в месте расчета. Это золотая зона, за которую нужно всегда биться. Соответственно, использовав эти 3D, мы добились колоссальных результатов. Хочу поделиться, с какими сложностями и какие нюансы возникли и выявились при внедрении этого проекта уже в полях. Был проведен митинг в городе Варна. Команды были поделены на экипажи, были намечены маршруты. Каждой команде выделили пакет данных дисплеев. И было устроено некое соревнование о том, какой экипаж больше разместит этих дисплеев в аптеках. На удивление, никаких
сложностей, никаких сильных таких возражений от ЛПРов, от владельцев аптек ни один экипаж не встретил. Мало того, все были приятно удивлены, когда сами владельцы аптек дали положительную обратную связь, были удивлены и восхищены данной идеей. И если даже где-то у нас на пути встречался объект, который не мог принять такое уже радикальное решение на размещение на постоянной основе, то был самый классный аргумент, который я всегда в продажах применял и применяю для размещения постматериалов. Давайте повесим на время, временно. Если через месяц вам это не понравится, я приеду, все сам и сниму. После вот такого аргумента никто еще не отказывался от размещения постматериалов. И, как правило, все временное потом превращалось в постоянное. Аптека привыкает к этому дисплею, или магазин привыкает к тому либо иному оборудованию, и, соответственно, это приживается. Как говорится, нет ничего постоянного, как временное. Разместили на всех маршрутах дисплеев. Видите, вот тут можно посмотреть в разных местах, где-то на стекле, где-то сверху. Клеили это все на двухсторонний скотч. Можно даже так вот было на столе разместить. Можно было размещать и в шкафу за стеклом на домашней полке. Словом, этот митинг вселил в команду второе дыхание, и мы просто радикально увеличили продажи по этому виду медицинской техники. Сейчас я вам покажу на цифрах, во что это все вылилось в продажах после проведения данных мероприятий за год и 2 месяца. Традиционно теперь я вам показываю нашу базу по продажам. Эти же самые 34 параметра. Я из этих сводных данных вывел сводную таблицу. И сейчас я вам коротко подкажу в разрезе уже не только 2016 года, но и насколько был дан прирост в 2017 и 2018 годах. Вот мы видим, что январь, февраль, март и так далее, каждый месяц термометров мы продавали вот такое количество по каждому месяцу. Средние продажи, если вы видите, 3001 термометр. Мы начали в 2017 году проект Солнце. И что мы получили после этого? Пожалуйста. На 20% у меня увеличились средние продажи каждый месяц относительно 2017 года к 2016. Вы видите, я разделил 2017 год на 2016, у меня получился прирост 120%. Давайте посмотрим дальше, в 2018 году. А в 2018 году средние продажи стали составлять в месяц 4393 штуки, что является приростом на 146% к 2016 году. Большего успеха я и желать не мог. Вот видите, как важно размещать продукт в нужном месте, в котором он подвергается опасности быть купленным. Соответственно, еще раз повторю, у вас должна быть дистрибуция. Дистрибуция должна быть выложена на дисплей. Дисплей должен быть в доминирующем месте, там, где чаще всего находится покупатель. Это ход-зона. Поэтому, пожалуйста, не пренебрегайте такими методами. И очевидно, что все инструментарии будут вас вести к успеху. Спасибо. Пишите, звоните. Мои контактные данные находятся внизу в описании видео. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Пожалуйста, обращайтесь. Пока.